Итак, добро пожаловать. Как дела? Надеюсь, ваша работа над поставленной ранее задачей прошла хорошо. А я сейчас нахожусь здесь, в сцене файла maya0207 start, чтобы показать вам свое решение этой конкретной задачи. Первое, что я сделал, это взглянул на общую форму шурупа и решил, что буду использовать рабочий процесс простого Hatsu Face моделирования. Затем я решил, что начну с примитива. В конце концов, это на самом деле простая цилиндрическая форма. Поэтому на первом этапе я начал создание цилиндра. Затем отмасштабировал форму к правильному соотношению высоты с шириной так, чтобы они соответствовали общим пропорциям объекта, который моделируем. Мой второй шаг состоит в том, чтобы выдавить верхнюю часть для получения основной формы. Это было всего лишь вопросом выбора петель поверхностей и использования из Modeling Toolkit инструмента Extrude с параметром LocalZ, чтобы создать такую форму. Следующий шаг состоял в том, чтобы начать уточнять форму от верхней части головки шурупа вниз до начала винтовой резьбы. Это был просто выбор петель ребер и их масштабирование так, чтобы создать такую скошенную форму, идущую вниз. Подготовлено клубом «Перевод всем». Четвертый шаг состоял в том, чтобы уточнить геометрию верхней части головки. Если вернуться на третий шаг, то вы увидите, что на самом деле у меня все эти петли ребер входят в треугольники и собираются в одной точке, а мне нужно здесь прорези крестообразной формы под крестовую отвертку. Это просто вопрос удаления исходных ребер, а затем их перерисовки с помощью инструмента Multicad. Следующим шагом было вдавить и уточнить форму прорезей шлицов под отвертку. Затем я также добавил им скосы так, чтобы когда начнем сглаживать эту форму, они удержали нужную форму шлицов. Следующим шагом было начало подготовки к созданию резьбы шурупа. Это был только вопрос выдавливания поверхности по винтовым ребрам, и вот что я сделал. Я выбрал поверхности и использовал инструмент Extrude с применением Local Z, чтобы выдавить эту форму, добавил несколько делений и применил к ним Offset, чтобы сделать эту форму более плотной. Затем использовал деформер, выбрав все поверхности вниз для винтовой резьбы, применил к ним твист и таким образом скрутил их. Затем я добавил еще один деформер FEA, чтобы получить уменьшение резьбы в точку в самой нижней части шурупа. Последние два шага были просто детализацией дополнительными ребрами остальной части объекта так, чтобы когда сгладим его, то смогли бы удержать жесткие очертания там, где они нужны. Если нажму 3 на клавиатуре, добавляя скосы ребер вокруг верхней части головки и на наклонные области от головки до резьбы, то сможем удержать эти острые формы. Последний шаг состоял в том, чтобы просто применить Subdivide или Smooth на весь объект для получения такой сложной формы. Давайте выключим показ контуров, включим затененный режим и отключим сетку для окончательной оценки результата. Таким образом, эта форма, возможно, оказалась не такой простой, как вы думали. Мой совет – продолжайте практиковаться. Размышления о рабочих процессах, методах и инструментах, находящихся в вашем распоряжении, и использование их в правильном порядке – это то, что облегчит моделирование сложных форм.